Приветствую всех на канале Ярилкин Сундучок. Сегодня мы с вами будем вязать последний элемент нашего новогоднего наряда. Это шубку. Шубку я буду вязать красненькую с окантовочкой, потом беленькой. Ну, сделаем как бы опушечку, да? Вот. Ну, начинаем с 25 воздушных петель. Значит, набираем 25 воздушных петелек. Крючок я взяла двоечку. Будем вязать двоечкой. Вот, провязали 25 воздушных петелек. И теперь мы просто сейчас провяжем столбиками без накида 24 столбика у нас получится, потому что мы будем вязать со второй петли. Давайте вяжем просто столбиками без накида. Провязали мы с вами столбики без накида. Теперь мы делаем воздушную петельку, поворачиваем наше вязание. И у нас сейчас будут идти в основном прибавочки, которые идут, расширяется кофточка от горловины, ну, шубка наша, да. Будем вязать сразу с первой вот этой вот петелечки. И что мы с вами делаем? У нас сейчас до половины вязания будут идти блоковые прибавки. 3 столбика без накида прибавка. Это мы должны сделать 3 раза. Значит, вяжем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. И следующий делаем прибавку. Это мы сделали 1 блок. Прибавка. Это мы сделали второй блок. Прибавка. Это мы сделали третий блок. А далее мы делаем блоки только наоборот. Мы сначала делаем прибавку. И теперь вяжем 3 столбика без накида. Прибавка. И 3 столбика без накида. Это у нас была второй блок. И сейчас тоже делаем прибавку. И 3 столбика без накида. И вот самый последний наш, тут вот крайний, третий. Вот, видите, как уже идет у нас расширение по кругу. Делаем воздушную петлю, поворачиваем. У нас сейчас 30 столбиков в ряду. И далее, далее мы сейчас просто провяжем после прибавки. Мы провяжем просто вот эти вот наши 30 столбиков. Сделали воздушную петлю и вяжем просто столбики. Давайте провяжем их самостоятельно. Провязали мы с вами этот ряд. Просто 30 столбиков без накида. Это был третий ряд. Делаем воздушную петлю, поворачиваем наше вязание. И сейчас мы будем с вами сделать снова блоки прибавочные. Только у нас теперь будет 4 столбика без накида прибавка. Но принцип остается тот же самый. То есть мы сначала до половины делаем 3 блока 4 столбика без накида прибавка. А потом
мы делаем такие же блоки, только наоборот. Прибавка 4 столбика без накида. То есть вот смотрите, вяжем 4 столбика. Делаем прибавку. Делаем прибавку. Это у нас уже 2 блока. И делаем прибавку. Это у нас уже с вами провязано 3 блока. А далее наоборот вяжем блоки. То есть вот сразу же у нас получается здесь по 2 дважды прибавки идут. То есть делаем прибавку и вяжем 4 столбика без накида. Прибавка 4 столбика. И последний раз прибавка 4 столбика. Воздушная петля, поворот. Ну так, у нас уже видите, как оно увеличивается. Это у нас с вами был 4-й ряд. 5-й ряд тоже ничего нового. Единственное, что у нас будет теперь не 4 столбика, а 5 столбиков без накида, прибавка. Точно так же делаем первые 3 блока. Это 5 столбиков без накида, прибавка. А следующие 3 блока делаем прибавка 5 столбиков без накида. 5 столбиков. Прибавка. 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 Это мы сделали 3 блока. Теперь начинаем с прибавки. Следующую петлю. Прибавка. И 5 столбиков. Прибавка. И 5 столбиков. И последний блок. Прибавка. И 5 столбиков. Так, сделали. Воздушная. Не забываем, здесь мы делаем воздушную петельку, поворот. Да? Так. И сейчас мы с вами сделаем разделение на рукава. Так, вяжем 7 столбиков без накида. Раз, два. Потом делаем 7 воздушных петелек. 6, 7. Пропускаем 7 петелек по полотну. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Восьмую, с 8 начиная, вяжем 14 столбиков. Теперь снова вяжем 7 воздушных. По полотну пропускаем 7.
И с 8 вяжем 7 столбиков. Вот у нас уже с вами получается такая вот заготовка. И сейчас, смотрите, мы должны тоже вяжем столбиками без накида, поворотными рядами будем без увеличения, пока сейчас следующий ряд, 7, мы просто провяжем и посмотрим, как у нас будет все это получаться. Давайте вяжем по вот этим вот воздушным петелькам, как вы уже поняли, нам нужно будет набрать 7 столбиков. Семь. Теперь набираем по нашим воздушным петелькам. И 7. Здесь так и вяжем. Сколько у нас было? 14 столбиков без накида. Провязали 14 столбиков без накида. И по вот этим воздушным петелькам тоже надо набрать 7 столбиков без накида. Седьмой. И довязываем наши столбики. Вот у нас уже такая получается шубка, вернее верх шубки. И вот мы сделали уже под рукава. Здесь у нас пройма. И мы сейчас, когда мы будем вязать следующий ряд, мы с вами вот здесь посередине проймы просто сделаем добавочки, да? Давайте сейчас так начинаем, вяжем. Вот провязали 10 петелек, и в следующую, в 11-ю, делаем прибавочку. Далее просто вяжем наши столбики по полотну до середины следующей проймы. Вот дошли до середины проймы и делаем прибавку. И довязываем наши столбики до конца. У нас сейчас так выглядит начало нашей шубки. И нам сейчас надо связать до начала юбочки нашей шубки, да, где она будет, ну, сделаем ее расклешенной, да, и будем вязать другим узором. Нам надо нарастить полотно. Давайте сейчас самостоятельно провяжем 3 рядочка. И тогда с вами встретимся, будем дальше продолжать вязать нашу шубку. Давайте свяжем 3 ряда самостоятельно. Провязали мы кофточку нашей шубки. И сейчас мы другим узором сделаем юбочку шубки.
Смотрите, что мы сейчас будем делать. Берем 3 воздушные петли подъема, поворачиваем, пропускаем один столбик и в следующий делаем 2 столбика с одним накидом, воздушная петля, и в эту же петельку мы делаем еще 2 столбика с одним накидом. Далее пропускаем одну петельку и в следующую вяжем точно такую же ракушку, состоящую из 2 столбиков с одним накидом, воздушная петля и еще 2 столбика с одним накидом. Мы с вами уже такой узор вязали на одном из платьев этой девочки. Поэтому вы сейчас вспомните, это не составит для вас никакого труда провязать таким узором юбочку нашей шубки. Ну, то есть вот я еще раз повторяю, мы пропускаем и вяжем 4 столбика с одним накидом и 1 воздушная петля между столбиками. 2 столбика, ну то есть как у нас 2 столбика с одним накидом, воздушная петля и еще раз 2 столбика с одним накидом. И у нас вот получается в конце ряда то же самое сделаем, такой веерок, одну петельку пропустим и закончим последней петелькой. Давайте сейчас свяжем этот ряд самостоятельно. Вот делаем последнюю ракушку. Пропускаем петельку и вяжем столбик без накидов последний. Смотрите, как у нас уже получается юбочка нашей шубки. Такая будет новогодняя, нарядная, кружевная. Сейчас нам что нужно делать? Нам сейчас надо вязать юбочку. Ничего мы менять не будем. Точно так же мы будем начинать каждый ряд 3 воздушные петли подъема. Смотрите, сейчас мы вот так вот с вами сделаем. Делаем 3 воздушные петли подъема, поворачиваем. И сейчас мы уже будем вязать сразу вот в эти арки. То есть узор у нас тот же самый, ничего не меняется. У нас вот 2 столбика с накидом, потом воздушная петля и сюда же в арочку 2 столбика с одним накидом. То есть мы будем делать точно такие же ракушки, только мы теперь будем с вами хвататься за вот эту арочку из одной воздушной петли. И так мы будем наращивать длину нашей юбочки для шубки. Смотрите, давайте сейчас провяжем 4 ряда и посмотрим, достаточно ли нам этой длины для куколки. У нас же там есть еще юбочка платья. И как вот оно будет сочетаться. Вот сейчас мы с вами так сделаем. И посмотрим. Давайте свяжем 3 ряда самостоятельно. Еще дополнительно плюс к этому. И будем уже решать, что нам дальше делать. Я провязала эти ряды, с которыми мы сами договорились. Померила на куколку. И вы знаете, я хочу еще один рядок добавить. А вы посмотрите, может быть, вам так нравится уже как есть. Вот я решила померить на куколку, да? Вот она у меня в платьишке в этом, так как оно и будет. И я вот смотрю, ну, что я хочу еще один рядок добавить, да? Мы потом будем с вами обвязывать опушку, делать вот такую беленькую. И я хочу, чтобы вот юбочка
платьишко и юбочка нашей шубки были примерно как бы сравнялись, или чуть-чуть нижняя вот это вот от платья выглядывала. Поэтому я вот тут вот спереди, я еще так посмотрела, мне надо еще один рядок добавить. А вы смотрите, если вы хотите оставить такую коротенькую шубку, да, ну, оставляйте. Ну вот я еще один ряд провяжу, обрежу нить, и тогда мы с вами уже будем провязывать, делать опушку, да? Давайте, смотрите, если вы уже вам нравится такая длина, какая есть, то вы останавливайтесь на этом. Может, у вас там или платьишко короче, или куколка поменьше получилась, чем у меня. То есть вот так вот смотрите. Я сейчас еще провяжу один рядок, обрежу нить, и мы с вами будем делать опушку. Вернее, даже не сразу опушку. Мы рукавчики свяжем, а потом уже все обвяжем опушкой. Да? Ну, давайте. Решайте, что вы делаете, а я пошла вязать последний ряд. Вот так у нас уже выглядит наша шубка. Вот смотрите, вот так. Такая у нее будет юбочка. И сейчас, прежде чем мы с вами сделаем опушку, нам надо сделать рукавчики. Рукавчики вы уже знаете, как делаются. Вот у нас есть здесь петельки. И мы за эти петельки сейчас здесь будем хвататься и наберем столбики без накида по вот этому краю, и потом просто свяжем рукав в зависимости от того, какая у нас длина руки, сколько нам надо будет. Значит, смотрите, будем набирать, начинать вот тут вот с серединки. Мы сейчас подсоединим ниточку. Так вот. Я делаю столбик без накида в эту же петельку, в которую только что подсоединилась. Вот у нас уже начало пошло. Первый столбик есть. Вот эту ниточку попутно можно вязать. Ну, тут не совсем удобно, но ничего. И смотрите, я сейчас буду набирать петельки. И вот здесь по высоте проймы, где у нас наверху на плече, я сделаю добавочку одну посередине. Раз. Переходим на верхнюю часть проймы. И вот сейчас здесь посередине я сделаю одну добавку. 2 петельки в одну. И дальше. У меня получилось 18 петелек. Ну, это не столь важно. Может 18, там 19, 16. Можно сделать добавочки. То там уже как у вас получится. Так, теперь я здесь поставлю маркер. Ну, на всякий случай, чтобы ориентироваться, где у нас первая петелька. И сейчас будем просто вязать столбиками без накида в каждый, который мы набрали столбик, наши ряды. И можно мерить на куколку, как вам больше понравится, но учитывайте длину, чтобы мы сделаем еще опушку, чтобы не был рукавчик тогда слишком длинным. Давайте вяжем. Я где-то на середине покажу, как у меня получается. И встретимся с вами. Посмотрим, какие получились у нас
рукавчики. Вот смотрите, я провязала 10 рядов. И вот уже такой длины получился рукавчик. Сейчас я еще провяжу 2 рядка. И я считаю, что этого будет достаточно, потому что у нас еще будет белая опушка. Да? То есть вот вы тоже где-то ориентируетесь 12 рядов. Ну там смотрите, как у вас будет получаться, как у вас длина ручки получилась или что. Ну, вот сейчас я еще провяжу 2 ряда. Вот. И смотрите, на этой стороне точно так же делаем рукавчик. И точно так же его вяжем. Вот смотрите, вот так он получается. Вот такая вот шубка. Вот. Так что давайте заканчиваем этот рукавчик. Сделаем по аналогии точно так же второй. И приступим с вами к обвязыванию белой опушкой. Такая вот у нас уже с вами есть шубка. Здесь вот эти ниточки мы сейчас по мере обвязывания вяжем. Будет все аккуратненько. Вот, смотрите, я делаю обвязку опять-таки вот этой же ниточкой, что я делала и для шапочки, и для ботиночек. Это софти. Очень такая хорошая, красивая нить. Вязать, конечно, полностью из нее это еще то увлечение. Ну, а для обвязочки очень даже красиво получается. Что мы с вами делаем? Будем обвязывать тем же самым приемом, что мы обвязывали наши ботиночки. То есть в каждый столбик мы делаем столбик без накида, а между ними 3 воздушные петельки. Я хочу, чтобы не было никакого нагромождения спереди на шубке, подсоединиться сзади и начать обвязку с задней стороны юбочки. То есть вот подсоединяемся, как всегда, присоединяемся. Сразу попутно вот этот вот кончик лучше вязать, чтобы у нас не было лишних. Вот мы провязали столбик без накида в первую петельку. Да, теперь делаем 3 воздушные. И вот в следующую, смотрите, где у вас петелька, провязываем столбик без накида. Вот. Далее снова 3 воздушные. И в следующий столбик тут не пропустить, столбик без накида. Так. 3 воздушные. У нас будет вот такая вот опушечка. Давайте будем постепенно обвязывать. Здесь все просто. Надо просто не пропускать ни одного столбика. И потихонечку у нас будет получаться вот такая красота. Ну, посмотрите, какая получается замечательная опушка. Давайте обвязываем самостоятельно. Вот смотрите, получилась вот так шубка с опушкой. Я уже все вязала. И даже обвязала один рукавчик, чтобы вам показать, как он выглядит. Так вот расклешенный получается. Давайте я сейчас покажу, как сделать второй рукавчик. Тут нет ничего нового, делаем все то же самое, подсоединяемся. Я делаю столбик без накида сразу же сюда. 3 воздушные и столбик без накида в следующую петельку. И вот эти вот 2 ниточки я сразу ввязываю, чтобы потом с ними не мучиться.
То есть вот делаем все то же самое и обвязываем рукавчик, делаем опушку. Так, смотрите, шубка, можно сказать, у нас уже есть, но я предлагаю вам связать, сделать ей поясок. Да? Поясок я сделаю красненьким, чисто вот тут вот мы введем полосочку из воздушных петель, а здесь будет завязываться, и на конце я хочу сделать баламбончики такие, да. Как делать баламбончики, я вам уже рассказывала, показывала, когда мы делали шапочку. Ну, сейчас еще покажу, только уже сильно особо объяснять не буду. Тем более я не такой большой специалист в этих баламбончиках. Может, вы даже лучше меня их сделаете. Вот, что мы сейчас будем делать? Нам надо связать поясок. Вот я хочу, чтобы он не выделялся. Все-таки шубка не очень большая, и делить ее по цветам, я думаю, нежелательно. Поэтому поясок мы сделаем красненький. Я просто хочу набрать цепочку из воздушных петелек, кончик оставить подлиннее, чтобы потом пришить в ламбончик, да, и с одной стороны, и с другой стороны оставить подлиннее ниточки. Ламбончики сделаем беленькие, да. А это давайте, ну, смотрите, ориентовно здесь у нас 50 петелек. Давайте наберем 100 воздушных петель и посмотрим. Может быть, надо будет добавить. Так что давайте набираем 100 петелек. Вот я связала и пытаюсь посмотреть. Смотрите, вот так вот я прикладываю. Это я связала 100. Вот. Вот у нас вот такой вот край остается. Но нам же надо будет на бантик завязать. И еще чтобы баламбончики висели. Вот эта петелька 100. Ну вот где-то, наверное, еще столько же надо будет нам добавить. Ну, сейчас тут я посмотрю. Так, сколько. Сейчас я посчитаю, сколько у нас здесь петелек. Вот, я посчитала. То есть где-то еще 40 петелек надо добавить. Чтобы ни много ни мало. Там же бантик надо будет завязать. Ну, давайте. Ну, и так, 30-40. Ну, давайте 35 добавим. Все, я связала такой вот поясок. И сейчас нам надо его заправить. Оставила такие длинные кончики. А заправлять будем, тоже можно взять этот крючком и где-то через определенное количество рядов вводить крючок и проводить этот наш шнурочек. Так вот. Это пойдет в одну сторону. Вот. А то пойдет в другую сторону. Так вот. Вот мы по центру спинки его ввели. И сейчас можно через где-то вот так вот, там 3 столбика пропускать этот шнурочек. И он как раз нам будет для шубки, чтобы она держалась вместе. Но при всем при том обойдемся без пуговиц. Вот, видите, и точно так же надо сейчас вывести на другую сторону.
Вот, смотрите, поясок мы затянули, да. Уже он у нас есть. И теперь нам надо сюда на кончике приделать белые баламбончики. Я беру обыкновенный белый цвет. Тоже это же самая пряжа. Может быть, у вас есть более пушистая какая-то пряжа, вам понравится. Ну, у меня такая. Вот, на обыкновенной вилке. По-моему, я тогда делала 60 оборотов. Берем, просто наматываем. Вот с баламбонами у нас уже получилась вот такая вот шубка, да? Ну, что я еще? Давайте сейчас оденем эту шубку, да, посмотрим, как у нас получилось. Смотрите, такая шубка. И что я могу еще предложить? Можно связать ей шарфик, потому что мы здесь пуговичек, видите, никаких не делали. И сюда можно из вот этой вот софти связать ей шарфик, чтобы горлышко было закрыто. Но это уже по желанию, если вы захотите. Так, в принципе, все закрыто. Все у нее хорошо. Ну, можно здесь сделать пуговичку. Ну, мне кажется, все-таки лучше сделать шарфик, да? Ну, смотрите, шарфик. Ну, что у нас шарфик? Шарфик можно взять вот эти же самые ниточки софти, набрать в районе 50 воздушных петелек, да? Вот. Можно померять. Ну, 30 будет явно мало. Вот это у меня 50. И можно еще 10. То есть в общей сложности у нас получилось 60. И теперь обратным ходом, столбиками с одним накидом, желательно попадать в каждую петельку, провязать этот шарфик, да? То есть берем и просто вот ищем каждый столбик и провязываем наш шарфик столбиками с одним накидом, петельками. Он будет такой пушистенький, мягенький.
хорошенький шарфик. Получился вот такой вот шарфик. Его можно внутрь заправить и закрыть, чтобы его видно не было. Можно вот так вот снаружи завязать. Ну, так вот на бок сюда. Вот. И будет вот такой шарфик. Ну что ж, смотрите. Вот такая вот у нас с вами получилась девочка. Мы с вами полностью связали для нее новогодний костюмчик. Надеюсь, у вас все получилось. Вот. Вы, конечно, можете внести какие-то свои изменения, если вам что-то где-то как-то не подходит. Ну, общая идея вам понятна. Пользуйтесь, вяжите для своих девочек. Пускай будут у вас красивые куколки. Смотрите, мы этим новогодним нарядом не просто закончили новогодний наряд, да? Мы с вами закончили целый цикл по вот этой куколке. То есть мы с вами связали эту куколку. Мы для нее связали 3 одежки, 3 комплекта. И вот так вот спонтанно мне очень захотелось как-то присоединиться к новогодним видео, которые я вижу на канале, появляются у многих мастериц. Я как-то не планировала делать наряд новогодний, и мне почему-то очень так вот я посмотрела, и мне захотелось тоже присоединиться к общему вот этому новогоднему или предновогоднему настроению. И получился вот такой вот наряд. Смотрите. Мне очень интересно, если вы мне расскажете, как у вас происходил вот этот вот весь период вязания куколки, одежки. Получилось ли у вас? Все ли хорошо? Я старалась, чтобы было как можно проще. Конечно, можно было бы сложнее, может быть, что-то было поинтереснее сделать, но я старалась, хоть меня иногда и мои мысли могли заносить в более сложные конструкции, но я себя возвращала и старалась придерживаться простоты, и чтобы девочкам было удобно вязать, и не было никаких-то особо новых трюков, да, вот в вязании. Поэтому получилось ли у вас, расскажите мне. Если есть такое желание, присылайте мне фотографии своих куколок. Мне очень приятно видеть, как у вас получается. Как говорится, это же все-таки результат моего труда тоже. И если я вижу, что мастер-класс рабочий, что мастер-класс действительно приносит кому-то пользу, и у людей получается, то это меня вдохновляет на новые идеи. Вот. Ну, это вот, в принципе, все, что я вам хотела сказать. Вот. Вяжите, пользуйтесь. Мне что-то пишите, рассказывайте о своих впечатлениях. Мне всегда интересно почитать. Я читаю все комментарии. Если где-то по существу или какие-то сложности, я стараюсь ответить. Где просто комментарии, вы мне говорите спасибо. Я всегда поставлю сердечко. Мне очень приятно слышать такие слова или, вернее, читать. Спасибо вам огромное, тем, которые мне пишут такие приятные слова. Вот. Ну и что я хочу вам пожелать? Всего вам хорошего, здоровья и удачи. Пусть все у нас с вами будет хорошо. Да. Вот, надеемся встретить хорошо Новый год. Пусть у вас у всех появятся вот такие вот замечательные костюмчики у девочек. Если вы возьмете голубого цвета, у вас получится настоящая снегурочка. Так что вяжите. Всего вам хорошего и до новых встреч. Пока-пока.